Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. Обязательно прямо сейчас поставьте нам лайк и подписывайтесь на наш канал, потому что мы будем делать классное кольцо из бисера в виде грибочка. Посмотрите в описании под этим роликом, находятся ссылки на все материалы, которые я использую. Мы берем бисер японский размера 11.0, Тоха. Все продается у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Мы можем доставить бисер, леску, нитки для бисероплетения, иголки. Все вам прямо домой, в любую страну мира. Плести колечко мы с вами будем на леске. Кстати, если вам нравятся мои кольца-лягушки, которые на мне, посмотрите, здесь в подсказках уже был ролик, мы в прошлый раз сделали такие. В общем, мы берем леску, у меня Beat Smith Illusion Cord. Я отматываю с катушки примерно вот столько, чтобы мне наверняка гарантированно хватило, и отрезаю леску. В описании под этим роликом вы найдете еще схему грибочка, я ее нарисовала здесь вот на листочке. Сделайте скриншот или скачайте файл в описании. Наберем на нитку белую и 3 красных бисерины и замкнем здесь кольцо. Поехали. Белая, 3 красных. Подтягиваем бисеринки вниз посередине, так чтобы у нас 2 кончика лески были одинаковой длины. Берем один конец лески и проходим через белую бисерину в противоположном направлении. И это будет наш первый крестик. И подтянули все до самого конца. Первый крестик готов. Точно так же, как на нашей схеме. Теперь мы набираем крестик номер 2. На нижний конец нитки набираем 3 красных бисерины. И вторым концом лески проходим навстречу. Ладно, ничего страшного. И вторым концом лески проходим вот сюда, вот в обратном направлении. То есть у нас получится еще один крестик. Подтягиваем все. Получился крестик номер 2. Теперь набираем вот этот крестик. И через белую мы замкнем. На левый конец лески набираем 2 красных бисерины и 1 белую. И вторым концом лески проходим навстречу через 1 белую. У нас получается еще один крестик. Теперь одним концом лески мы с вами сделаем вот этот верхний крестик. Мы набираем красную, белую и 2 красных бисерины. Проходим через вот эту нижнюю красную в направлении снизу вверх и затягиваем кончик лески. Развернем его таким образом, чтобы белая бисеринка смотрела в бок. Набираем вот эти 2 красных бисерины на правую нитку и замкнем наш крестик. 2 красных бисерины снизу вверх и затягиваем. Теперь левый конец лески мы проведем через вот эту красную бисерину. Все затягиваем, у нас получается начало следующего крестика. Здесь не хватает 2 бусинок. И замкнем колечко. Набрали белую, набрали красную. И вторым концом лески прошлись в направлении навстречу вышедшему кончику. Все, половина шляпки грибка у нас готова. Теперь мы делаем ножку. На левый конец лески набрали 1 белую, на правый 2 белых. И прошлись вот сюда вот через белую, подтянули, получилось вот так. Теперь по схеме мы должны сделать так еще 2 раза. Левый конец 1 бисерину, на правый 2, крест-накрест, подтягиваем вниз. Отлично. А здесь мы сделаем разворот. И все 3 бисерины мы наберем на левый конец лески. И колечко мы замкнем вот тут. 3 белых бисерины на левый конец. И вторым концом лески проходим через крайнюю бисерину и затягиваем. Получилось вот так. Мы с вами сделали поворот. На правый конец лески мы наберем 3 белых бисерины и замкнем колечко. Получается ножка. Теперь левый конец нитки мы проведем через вот эту вот белую бисеринку. Прошлись и подтянули. На правый конец лески мы набираем 2 бисерины и делаем крестик. Начинаем делать следующий крестик. Вот сюда, снизу вверх мы проходим. И по схеме у нас начинается дальше шляпка. На правый конец мы набираем белую, красную и делаем здесь крестик. Теперь опять проходим левым концом лески через вот эту белую бисеринку. А на правой набираем 2 красных и замкнем вот этот крестик. Прошлись через белую снизу вверх. А на правый кончик мы набираем 2 красных бисеринки. Крест-накрест проходим и подтягиваем вниз. Дальше опять проходим через 1 красную нижнюю. И правым концом набираем
белую, красную и здесь замыкаем крестик. Прошлись через красную боковую. Набираем белую, красную и здесь замыкаем крестик. Все, почти доплели мы наш грибок. Левым концом идем через белую бисерину и на него набираем 2 красных бусинки. Через белую бисерину 2 красных бисерины. И теперь мы замкнем этот крестик. Верхний конец лески проведем через вот эту бусинку сюда и проведем вот так, 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 так и выведем отсюда. А теперь вот этот кончик лески мы проведем через вот эту и эту бисеринку. Леска здесь может пойти куда-то не в ту сторону. Хватайте ее иголкой и вытаскивайте наверх туда, куда вам нужно. И все, мы готовы к новому крестику. У нас 2 нитки вышли вот отсюда и отсюда. Сейчас мы с вами наберем 3 бисерины на верхний конец лески. Вот так, 1, 2, 3. И здесь мы с вами сделаем крестик. 3 красных бисерины и замыкаем кольцо. Теперь сделаем вот этот крестик. Левым концом лески пройдем через красную выступающую бисерину. И теперь по нашей схеме мы набираем на нижний конец лески красную, белую бисерину и здесь делаем крестик. Мы почти доделали, нам остается самый последний крестик, вот этот. Набираем на верхний конец 1 красную бисерину, на нижний конец 2 красных бисерины и здесь делаем крестик. Ура! У нас получился грибок. На самом деле он уже готов. Теперь можно зафиксировать леску, несколько узелочков сделать и повесить этот грибок как кулон. Но мы с вами будем делать колечко. Можно прямо здесь, прямо сюда приделать бисерную цепочку и кольцо будет готово. Но я хочу, чтобы мое кольцо было объемное, такое же, как лягушка. Поэтому я сплела точно такой же грибок, абсолютно такой же по этой схеме. У меня теперь этих грибочков 2. Они идеально накладываются друг на друга, идеально стыкуются. И сейчас мы с вами их будем стыковать. На одном из этих грибочков оба конца лески я зафиксирую. Сделаю несколько узелков и обрежу. Не делайте это на крайних бисеринах, делайте узелочки где-нибудь посерединке, потому что через крайние бисерины мы сейчас с вами будем еще проходить, и они нам понадобятся. Если вы сейчас заполните их леской, то потом не сможете сшить 2 грибка вместе. И вторую леску точно так же сделаем. А теперь берем второй грибок, на нем уже есть кончики лески. Ими мы будем сшивать наши 2 грибочка. Складываем их идеально друг к другу, вот так. Берем один конец лески, проходим через вот эту вот крайнюю выступающую бисеринку соседнего грибочка. Посмотрите, эти 2 нитки выходят у нас симметрично. Сейчас мы с вами пойдем по этим крайним бисеринам, и в некоторых местах мы с вами вставим еще по одной бусинке, у нас будет крестик. На одну нитку мы наберем красную бисеринку и вторым концом лески пройдем навстречу точно так же крест-накрест, как мы делали. Подтянем. Видите, мы добавили сюда 1 бусинку. Это такой момент, когда сейчас начнет все разваливаться, не получаться. У всех может появиться мысль, зачем я вообще это делаю. Но самое главное тут это не сдаваться, продолжать плести, и обязательно все получится. В крайнем случае сделайте колечко в 1 слой. Но я сдаваться не собираюсь, сейчас я все сошью, у меня будет красиво. Прохожу через 1 красную бисеринку одним концом лески и через еще 1 красную, вот эту вот, вторым концом лески. И здесь снова сделаю еще 1 крестик. Наберу красную бусинку и вот так вот крест-накрест пройду. Подтяну. Видите, получается, что я сшиваю 2 грибочка, добавляю здесь еще 1 ряд крестиков тут вот сверху. Теперь пройду через 2 бусинки с одной стороны и 2 с другой. И здесь сделаем еще 1 крестик. Наберем красную бисеринку и крест-накрест пройдемся. Подтянем ее вниз. Получается, что мы сшиваем наш грибочек. Теперь опять через 2 красных бисерины, через вот эту и эту одним концом лески, через эту и эту другим концом лески мы пройдем. Вот у нас оба конца лески выходят из красной бисеринки на вершине мухомора. 1 отсюда,
вторая симметрично отсюда. Здесь мы наберем одну красную бисерину на любой кончик лески. И вторым концом лески пройдем навстречу через эту бисерину, подтянем вниз. Получается, мы вставили сверху мухомора одну красную бусинку. И точно так же симметрично идем вниз. Добавляем, видите, я добавила вот здесь вот одну бусинку, здесь две. И точно так же здесь. Две пропустим, одну добавим сюда, две пропустим, одну добавим сюда. А кто, если не мы? Кто, если не мы, будет это плести? Вот кого заставишь вообще такое сделать? Никто не согласится. Только самые модные, самые рукодельные справятся с этой задачей. И я. Видите, получается вот так. Таким образом мы с вами соединяем грибочек по всей стороне, по всему периметру. Посмотрите здесь вот в подсказках, ссылка на ролик. Мы уже показывали, как мы соединяли лягушек. Здесь же еще сейчас выскочит ссылка. Мы показывали, как соединять сердечко. Здесь принцип один и тот же. Смотрите предыдущие ролики и точно так же делайте. Вот мы доделали наш грибочек. Сшили его со всех сторон, добавив по одной бусинке здесь между теми, которые уже здесь находились. Теперь мы просто зафиксируем эти два конца лески. Сделаем несколько узелочков, пройдемся по ходу плетения, точно так же, как мы фиксировали первые два конца. И обрежем их. Кстати, смотрите, какой я придумала трюк. Очень тяжело леской без иголки завязывать узелки. Поэтому я нашла иголку, через которую проходит леска. Я ее вдеваю. Но эта иголка не проходит между бисерин. Зато я могу теперь с помощью этой иголки зацепиться за леску между бисеринами и сделать узелок. Вот это прям отличная тема, потому что так гораздо быстрее и проще получается фиксировать леску. А теперь возьму иголку и нырну вот туда вот вглубь, куда-нибудь через него пройдусь, откуда-нибудь выйду, подтяну леску и сделаю кусь, обрежу ее. Кусь. Наш грибочек готов. И этот грибок можно теперь превратить во что угодно. Это может быть сережка, может быть кулон, может быть брелок, может быть значок. А мы с вами сделаем колечко. Для колечка мы возьмем прозрачный бисер. Это Тоха цвет номер 1. Мой любимый прозрачный бисер Тоха. Отмотаем леску с катушки примерно вот столько. Отрежем, сложим пополам и прикрепим эту леску к кольцу, к нашему грибочку. Вот за эту бисеринку белую я хочу его сейчас зацепить. Берем и проходим через эту белую бусинку. Выравниваем кончики лески. И теперь набираем на один кончик одну прозрачную бусинку, а на другой две. И крест-накрест через крайнюю проходим вот так вот навстречу. Подтягиваем. У нас получился первый крестик. Точно так же мы приплетали полоску из крестиков к вот такому кольцу лягушки. Ссылку я уже давала. Мы с вами сделаем сейчас вот это только прозрачным бисером. Схема одна и та же. На один конец набираем одну бисеринку, на другой конец набираем две бисеринки и через одну крайнюю вот так вот крест-накрест проходим и подтягиваем вниз. Вот мы сплели полоску нужной длины. Теперь мы набираем одну бисеринку на левый конец лески, одну бисеринку на правый конец лески и замыкаем кольцо. Симметрично. С другой стороны через белую выступающую бисерину проходим сначала одним кончиком лески и потом другим в противоположном направлении. Помогайте себе иголкой, вытащите леску, потому что она у вас пойдет куда-нибудь не туда, нам нужно ее поднять наверх. Все, вот таким вот образом мы замкнули наше кольцо. Еще раз примерим, посмотрим, убедимся, что оно подходит нам на палец. Отлично, подходит. И теперь мы закрепляем леску. Я буду закреплять леску на вот этом полотне, которое я только что приплела, поэтому в обратном направлении по ходу плетения я пройдусь одним концом, другим концом. И по ходу плетения буду завязывать узелки. Опять использую свою вот эту фишечку. Вставляю в иголку, чтобы легче было завязать узел между бисеринами. Цепляю иголкой между бисеринами и делаю узелочек. Один и сразу же второй. Пусть их здесь будет два, под грибочком не видно. Подтянула, теперь вытаскиваю леску из иголки и еще пройдусь несколько раз туда-сюда. Второй конец лески тоже завязываю между бисеринками. Ну, еще пару разочков между бисеринками. Все, отрезаем один конец лески и кусь. Колечко готово.
Все, вот такая у нас получилась красота. Сделайте колечко себе. И, пожалуйста, пожалуйста, обязательно напишите в комментариях, что вам нравится больше. Колечко-лягушка или колечко-грибочек. Что вы будете делать себе? Украшайте себя, подруг и весь мир вокруг. Пока-пока.